Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем корзинку из полиэфирного шнура с очень красивым и объемным узором. Он называется «Кожа дракона». Многие путают и думают, что данный узор это шишечки, но он на самом деле вяжется совсем по-другому, и узоры отличаются. Также мы научимся обвязывать деревянное донышко. Если у вас нет деревянного донышка, то можно его связать. У меня есть подробный мастер-класс по вязанию круга. Также есть несколько мастер-классов по корзинкам из полиэфирного шнура с вязаным дном. Если будете делать вязаное дно, то расход пряжи, конечно же, увеличится. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Вот так вот выглядит корзинка внутри. И нигде у нас не видно шва. Корзинка у нас размером получилась по донышку 15,5 и в высоту приблизительно 10 сантиметров. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для вязания нам понадобится полиэфирный шнур. У меня шнур 3 мм. Обязательно необходимо будет кончик шнура подпалить, чтобы он не распускался. Также деревянная основа. У меня она диаметром 15 сантиметров. И крючок номер 5. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Для начала нам необходимо будет обвязать вот эти вот отверстия соединительными петлями. Затем мы уже обвяжем край донышка. Все петли я буду удваивать, то есть в каждое отверстие я буду провязывать по 2 столбика. В донышке у меня всего 34 отверстия. После удваивания получится 68 петель. Для нашего узора требуется четное количество петель. Итак, заводим крючок в отверстие, захватываем нить, оставляем небольшой кончик, сантиметров 10-15, вытягиваем. Кончик оставляем. Далее вводим крючок в следующее отверстие, вытягиваем петлю и провязываем. И вот таким образом провязываем все отверстия. Вот у нас осталось последнее отверстие. Сюда мы заводим крючок и захватываем уже нить, которую мы оставляли, кончик нити. Вытягиваем через петлю и полностью ее вытягиваем. Далее вводим крючок вот сюда, вот под косичку. Вытягиваем кончик нити и заводим вот сюда, вот в центр предыдущей косички. С обратной стороны вводим крючок и вытягиваем. Вот таким образом мы сделали соединение. Данный кончик мы укладываем вот таким образом вдоль вязания и будем его захватывать и провязывать вместе. Далее крючок вводим вот в это отверстие, где у нас выходит кончик нити. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Далее крючок заводим в это же отверстие и провязываем второй столбик. Заводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить и также провязываем 2 столбика, первый и сюда же второй. Далее в следующее отверстие снова провязываем 2 столбика. И так провязываем до конца. В
каждое отверстие мы провязываем по 2 столбика. Довязали до конца и делаем соединение. Вытягиваем петельку чуть побольше, заводим крючок вот сюда вот под косичку. Вытянули петлю. Далее вот здесь вот заводим между двумя нитями крючок. И с обратной стороны под перемычку. Накидываем петельку, затягиваем и вытягиваем петлю. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Весь первый ряд мы будем вязать столбиками с накидом. Делаем накид, захватываем верхнюю дужку косички. Вот она. И с этой стороны вводим крючок под перемычку. И провязываем столбик с накидом. Далее снова накид, верхнюю дужку косички под перемычку. И вот таким образом столбиками с накидом провязываем до конца ряда. Провязали первый ряд столбиками с накидом. Далее второй ряд мы будем вязать столбики без накида. И крючок будем вводить в центр столбиков. Вот сюда вот крючок будем вводить. Не между столбиками, не под вот эти вот петли. А вот он идет у нас столбик с накидом, центр столбика. Сейчас мы сделаем соединение, и первый столбик мы провяжем вот сюда вот. Это у нас столбик идет самый первый из воздушных петель. Вот сюда мы будем провязывать первый столбик второго ряда. Заводим крючок под косичку и вытягиваем петлю. Вводим крючок в центр столбика, накидываем петельку и затягиваем. Вытянули петлю и провязываем столбик без накида. Далее крючок вводим в центр следующего столбика, вот сюда. И также провязываем столбик без накида. Провязываем до конца второй ряд столбиками без накида. Провязали второй ряд. Теперь делаем соединение, вытягиваем петлю, заводим также под косичку. И крючок вставляем в центр столбика. Накидываем петельку, затягиваем. Вытянули петлю и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В третьем ряду у нас будут идти столбики с накидом и рельефно-лицевые столбики. Вот у нас идет первый, это столбик с накидом будет. Далее мы опускаемся вниз, находим столбик с накидом внизу и провязываем рельефный лицевой столбик. Делаем накид, заводим крючок вот сюда вот под столбик, захватываем нить, провязываем 2 петельки, затем снова 2. Под этим столбиком у нас остался вот этот столбик без накида, мы его не трогаем, вот у нас он остается. Далее следующий столбик без накида мы провязываем столбик с накидом.
Вводим также в центр столбика. Провязали. Далее следующий идет рельефно-лицевой столбик. Накид. Следующий столбик с накидом. Далее рельефно-лицевой. Захватываем вот это вот нижний столбик с накидом. Далее столбик с накидом. Не перепутайте, вот под этим столбиком, вот этот столбик без накида, мы его не трогаем. Мы провязываем следующий столбик с накидом. Вот такой у нас получается узор уже. Довязываем до конца третий ряд. Довязываем третий ряд. Третий ряд у меня заканчивается лицевым рельефным столбиком. Четвертый ряд мы будем провязывать столбиками без накида. И крючок будем вводить в центр каждого столбика. Вот сюда. Делаем соединение. Заводим крючок под косичку. Вот у нас идет столбик из воздушных петель. Вводим вот сюда вот крючок. Вытянули нить. И крючок заводим вот сюда. Накидываем петельку, затягиваем. И провязываем столбик. Далее провязываем столбик, центр столбика. Далее в следующий. Далее вот сюда вот вводим. И вот таким образом столбиками без накида провязываем до конца. Провязали четвертый ряд. Далее у нас будет идти в пятом ряду столбики с накидом и рельефно-лицевые столбики. Там, где у нас идет лицевой рельефный столбик, над ним вот находится столбик без накида. Сюда мы будем провязывать столбики с накидом. Далее следующий идет столбик и опускаемся вниз. Вот он столбик с накидом. Сюда мы провязываем рельефно-лицевой столбик. Далее снова столбик с накидом, рельефно-лицевой. Сейчас мы будем делать соединение. Соединение будем делать так, чтобы у нас получился первый столбик с накидом над рельефно-лицевым. Вот он, рельефно-лицевой. Вот сюда мы будем провязывать столбик. Заводим также под косичку. Вытянули. Вот он, лицевой рельефный столбик. Заводим над ним, над столбиком, центр столбика, крючок. Накидываем петельку. Затянули и вытягиваем петлю. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее у нас идет рельефно-лицевой столбик. Делаем накид, опускаемся вниз и провязываем. Следующий столбик с накидом. Рельефно-лицевой.
столбик с накидом. Рельефно-лицевой. И вот такой у нас уже получается узор. Таким образом довязываем до конца ряда. Ряд закончится рельефно-лицевым столбиком. Далее 6-й ряд мы провязываем как 2-й столбиками без накида. А 7-й ряд у нас повторяется как 3-й. Там мы провязываем столбики с накидом и рельефно-лицевые столбики. И далее ряды повторяются. Вот я провязала всего 11 рядов. Самый последний ряд у меня из столбиков с накидом и рельефные столбики. Далее мы делаем соединение и обвяжем по краю соединительными петлями. Заводим также под косичку. Вытягиваем петлю. Далее вставляем крючок между столбиками, вытягиваем данную петельку. Далее крючок заводим вот сюда вот под косичку, вытянули петлю и провязываем. Далее под следующую. И вот такими соединительными петлями провязываем по всему краю. Корзиночка наша готова. От мотка остался вот такой вот небольшой остаток. Корзинка получилась объемная. Надеюсь, вам все было понятно. Пишите свои пожелания и вопросы в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал.